Бонжур, друзья! Сегодня в достаточно такой домашней обстановке презентация картин. Позади меня кошка, это Алиса, она сейчас спрыгнет. Хочу презентовать свои картины, они написаны в весьма абстрактном решении и будто какой-то вырезанный кусок, и он пытается проявиться на холсте. Они почти все о взаимодействии женщин с миром, власти женщины над мужчиной и депрессии мужчины после женщины. Первая картина, которая откроет нашу сегодняшнюю презентацию, под названием «Проституция». Она о женщинах, которые были взрослены матерями и обучали их угодить мужчине, чтобы мужчина забрал полностью власть над дамами, и они были содержанками. Мне кажется, это неправильно, и постепенно такие дамы становятся проститутками. Если можно так выразиться, надеюсь. Но здесь очень яркий и, наверное, агрессивный зеленый, не такой спокойный, как говорят во всем мире. Женщина ест мужское сердце. Это картина из партии картин Рона Хикса, это переписанная картина. На самом деле в оригинале она выглядит по-другому. И у меня даже есть сумка с подобной, так сказать, репродукцией. Эта сумка была написана в периоды, когда я отдыхала в русской деревне, и, наверное, одни из моих этапов становления себя как художника. Это просто переписанная картина. Вот мне показалось, что нужно ее добавить. Власть женщины над мужчиной. Скетч Модильяни. Она была написана в очень случайных обстоятельствах. Ко мне должен был приехать человек, у меня была встреча, и я захотела показать ему мир искусства, пока он меня ждал. У нас было 15 минут, извиняюсь за проблески, у нас было 15 минут, и я решила, что хочу переписать ее. Очень кровавый красный здесь, и совершенно абстрактная голая женщина, ноги и тела. Это моя любимая картина из имеющей серии. Это африканская женщина, которая отвернулась от меня. История этой картины — это мои эмоции в очень пасмурный, сырой и сухой, наверное, день. Я написала своей подруге, спросила, хочет ли она попробовать написать картины. И я привезла к ней краски и холсты, и прямо сейчас я могу вам ее показать с ее картиной. Мне очень понравилось рисовать картину, я это делала впервые. Это помогло отвлечься мне от мыслей, скрасить мой серый, обычный день. Это действительно очень успокаивает, и я бы хотела попробовать еще раз. Думаю, мне в этом помогут. Сам процесс похож на медитацию, потому что это также отвлекает от всяких мыслей и приводит голову в порядок. Следующие картины, они в двух экземплярах, размер 25×30 и 30×40. Они называются «Наездница», одна из них — это переписанная картина на продажу. Они не особо мне нравятся, они получились очень абстрактными, но интересно выглядят. И они на самом деле о том, как власть возможна над мужчиной, но всегда мужчина все-таки будет держать женщину за бедра и никогда ее не отпускать. Вот здесь можно это увидеть. Здесь есть желтое пятно, это рука. Это рука мужчины, а здесь красная рука, поэтому переписанные картины с небольшой изюминкой, которая, наверное, осталась в них. Это просто скриншот из запрещенной, наверное, медиа-сферы, которая у нас есть в мире. И это просто переписанная картина. Я не могу сказать, о чем она и что я чувствовала, но могу сказать, что у этой дамы размазана голова, и, наверное, в какой-то степени она являлась шлюхой в этом мире и хотела, наверное, скрыться от каких-то проблем в сексуальной жизни. Извиняюсь за проблески, покажу чуть-чуть поближе. Следующая картина, наверное, с очень опасной темой. Это депрессия мужчины.
На данной картине в целом мы можем видеть закрытую руками голову мужчины. А стал он таким из-за того, что когда-то над ним манипулировали женщины, и они настолько взяли над ним власть и настолько вошли с ним в игру, что позднее он понял, что они на самом деле фейковые люди в его жизни, ложные, неприятные. И он ищет пути, как продолжать жить дальше, как быть в энергии бойца. И завершающая картина была написана мной на стриме. Я находилась в подобном состоянии. Она называется «Мужчина в подвешенном состоянии, Man in Limbo». Здесь у меня была очень интересная техника для меня. Я захотела поиграться своими пальцами с маслом и написать именно пальцами. Здесь есть размытые мазки, которые, наверное, видны на его груди. Мне нравится здесь смесь очень глубоких, наверное, цветов и именно синего с розовым. И, кстати, вот эта рана в его грудине очень интересно выглядит. Такой вот прикольный вайб. Мы садим кошку сейчас для кадра, и я добавлю это позднее. Мы надеемся, что Алиса будет сидеть просто позади меня. Да. А вот так было бы лучше мне снимать картины. Зацените. Вот так было бы лучше, но я узнала об этом только в конце. Я переснимала это много раз.